Всем привет, друзья! В этом видео буду заниматься укладкой бюджетного ламината с фаской, а также установим классический плинтус. Всем приятного просмотра, начинаем! На этом канале вы найдете более 160 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. Межэтажное перекрытие в нашем доме сделано из доски 200 на 50 мм. Перекрытие звукоизолировано каменной ватой в 20 см. В качестве предчистовой отделки была смонтирована обрешетка и на нее уложены плиты мелкоформатного ОСБ с шип-пазом толщиной 18 мм. Ссылки на все эти серии вы найдете в описании. Теперь пришло время заняться финишным покрытием. В качестве покрытия выбрал бюджетный ламинат 32 класса с фаской в цвете Duo Ripoly. Цена квадратного метра составляет 688 рублей. Данный ламинат имитирует настоящее дерево с эффектом броширования. Реально достойная имитация. Минусом данного ламината являются замки. Каждый ряд ламината нужно монтировать целиком одной линией. Это не очень удобно в широких длинных помещениях, особенно если вы работаете один. Ну что, приступаем к работе. Сначала уберу с ОСБ все наплывы штукатурки и краски. После все как следует пропылесосим. Перед укладкой ламината нужно постелить подложку. Подложка нивелирует мелкие неровности и подарит звукоизоляцию при ходьбе. Если уложить ламинат без подложки, при ходьбе будет слышен неприятный хруст. Подложку мы выбрали хвойную, толщиной 3 мм. Ее особенности – это натуральность, паропроницаемость и звукотеплоизоляция. Производитель рекомендует укладывать подложку по диагонали, чтобы исключить попадание стыков ламината на стыки подложки. Так будет хорошая гарантия, что со временем замки нашего ламината не сломаются и не разойдутся. Но поскольку формат ламината у нас большой, 138 см на 20 см, я решил укладывать подложку самым простым способом – по прямой. С таким большим форматом ламината вероятность стыковки швов подложки и ламината крайне мала, но она есть, и в некоторых местах она будет. Подложку укладываю рифленой стороной вниз. Зазор между подложками делаю в 1 мм, а зазор между стенами 8-10 мм. Подложку между собой фиксирую на скотч великобританский. Если необходима подрезка подложки, делаю ее легко с помощью канцелярского ножа. Первый ряд подложки смонтирован, уже можно начинать укладку ламината. Решил выложить всю пачку, чтобы узнать, есть ли одинаковый рисунок. Как по мне, все разные. Укладку буду делать без дополнительной сортировки продольно окну. Для удобной работы также купил набор для укладки ламината. Укладываю первую ламель и формирую зазор клиньями между стеной 8-10 мм. Кстати, перед укладкой ламината он должен полежать в помещении пару дней для температурной адаптации. У меня он лежал целый месяц, думаю, адаптировался. Делаю разметку и подрезку для второй ламели. Подрезку делаю на торцовочной пиле, с ней работа по укладке ламината идет намного быстрее. Если нет торцовки, подойдет лобзик. Если нет лобзика, подойдет и обычная ручная пила. Замок легко стыкуется под углом примерно 30-40 градусов. Здесь мне мешают трубы, поэтому использую другой способ. Первая стартовая линия смонтирована, приступаем ко второму ряду.
Второй ряд начинаю с обрезка, который остался от первого ряда. Это самая простая безотходная раскладка ламината. Мне она по душе. Снова делаем разметку и подрезку для второго ряда. Разметку делайте для правильной стороны, которая сейчас пойдет в замок. Следите за этим, иначе будет перерасход материала. Как видите, вся погонная линия собирается отдельно и только потом целиком вставляется в замок предыдущего ряда. Дополнительно аккуратно подбиваю каждый ряд ламината плашкой из набора. Два ряда готовы, повторяю операцию с подложкой. Все новые ряды подложки обязательно делаю со смещением примерно на половину. У меня остался вот такой вот маленький кусочек с этого ряда, я его тоже буду использовать вот сюда вот, потому что я хвойную подложку взял именно вот четко 28 квадратов, то есть мне каждый кусочек нужно использовать. Второй ряд подложки на месте, продолжаю укладку ламината. Восемь рядов уложил. Теперь нужно сформировать первый длинный ряд с подрезкой под перегородки. Длина этого ряда будет 5,5 метра. Приступаем к подготовке. Фигурную подрезку делаю лобзиком. Для удобного захода полотна сверлю отверстия. Продолжаем работу. Чтобы продолжить ряд, уберу все мешающие вещи в другую комнату, на новый ламинат. Часть комнаты свободна, повторяем операцию с подложкой. Поскольку первый длинный ряд свободный, его можно собрать по отдельности. В этом стартовом длинном ряду главное, чтобы он был идеально ровным. От этого будет зависеть легкость сборки последующих длинных рядов. Для контроля идеально ровной линии поставил маяк ручкой. В случае сдвига ламината я всегда смогу сделать правильную корректировку. Приступаю к укладке короткой линии во второй комнате.
А, палец мой, бля. Для монтажа завершающей линии мне помогает металлический крюк из того же набора. Отлично! Повторяю процесс в гардеробной, мини-гардеробной. Теперь переходим к самой сложной работе. Монтаж 4 длинных линий. Формируем полосу по размеру. Здесь без помощи не обойтись. Вдвоем с женой достигаем своей цели. Да, прям вот так вот на деле. Вот так вот делаем. Не спеша все замки сходятся. Осталось смонтировать последний длинный ряд с подрезкой под перегородки. Время биты. Все, прям хорошо стало. Самый сложный этап укладки ламината в нашем случае завершен. Продолжаю работу в первой комнате. После укладки подложки нарезал и разложил ламинат по размеру комнаты. Теперь, не отвлекаясь на другие процессы, спокойно монтируем линию за линией. Да уж, в конце придется сделать подрезку в 4 сантиметра. Приступаем. Ну вот, первую комнату я закончил, нашу спальню. Все отлично получается, красиво. Единственное, вот эта подрезка, конечно, в 4 сантиметра не очень вышло, потому что я ламинат покупал тык впритык. А здесь вот остаются вот такие вот части ненужные. Здесь примерно, не знаю, 0,2-0,3 квадрата, наверное. Ну посмотрим, может быть и хватит. Сейчас буду все переносить с той комнаты вот сюда и продолжать начинать укладывать ламинат в той комнате. Перед тем, как переносить вещи с другой комнаты, сразу смонтирую классические плинтуса. Креплю их к газобетону напрямую на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой длиной 5 см с шагом примерно 30-40 см. Плинтуса монтировать очень быстро и легко, по крайней мере к газобетону. Все готово, переносим вещи и доделываем оставшиеся 7 квадратов.
Подрезку по трубу делаю самым обычным способом. Все щели вровень с ламинатом замажу герметиком. Или может быть вы какой-то вариант в комментариях предложите, который будет лучше и практичнее. Раскраиваю оставшийся ламинат и приступаю к сборке. Ну вот я практически закончил вторую комнату, но мне ламината все-таки не хватило, вот эту вот часть. Но у меня остались вот такие вот две пластины, они получается без замка уже, то есть замок уже здесь не подойдет. Поэтому у меня план какой? Поскольку у меня здесь будет кровать, то есть кровать будет стоять, здесь ничего видно не будет. Я просто вот с этого места срезаю часть замка и просто ее возьму и положу как бы сверху. И возможно слегка расклиню. А потом плинтус поставится кровать и видно ничего не будет. Просто из-за вот этих вот двух кусочков покупать целую пачку, не знаю, мне кажется это безумие. Поэтому вот у меня план такой. Ну так, она, конечно, двигается, щель. Но я думаю, сейчас ее расклинить как-то. Я думаю, это намного лучше, чем покупать отдельную упаковку, которая будет валяться и все. Так, ну сейчас я, наверное, расклиню. Да и все. Расклинивать буду с помощью той же хвойной подложки. Так. Ну что, сделал. Расклинил я той же хвойной подложкой. И в принципе, да вообще нормально. С учетом, что здесь будет кровать, вообще как бы отличный вариант. И вот так вот плинтус еще дополнительно это все закрепит. Ну и будет вообще. Так что вариант вполне рабочий, если у вас будет стоять на этом месте шкаф, кровать, там тумбочки, что угодно. Вариант абсолютно нормальный и рабочий. Ну как по мне, а там, конечно, выбирайте сами, что лучше заплатить. Сколько квадрат стоит? 680 рублей, а в пачке идет 2,1 квадрата. То есть 1500 нужно было бы выложить за вот эти вот полоски. Я считаю, это, блин, вообще... Такой вариант намного лучше. Укладка ламината во второй комнате завершена. Теперь смонтирую плинтус. Казалось бы, все готово, но теперь нужно смонтировать закладную для модульной лестницы и оформить переход с ламината. На первом этапе закладную креплю на 0,02 шурупа. Все места шурупа в будущем будут замазаны шпаклевкой по дереву. Закладная на своем месте. Укладываю часть подложки и ламината. Хвойная подложка и ламинат заходят на закладную на 4 сантиметра. Неплохо. И на финише закрепим декоративный металлический угол в цвет. Вот теперь укладка ламината завершена. Остатков подложки и ламината осталось совсем немного. Это очень радует.
Что о затратах на проделанную работу? На ламинат 28 квадратов ушло 19 264 рубля, 4 пачки хвойной подложки 3740 рублей, скотч 200 рублей, плинтуса и разные комплектующие к ним 1986 рублей. Итог. Сумма затрат составляет 25 190 рублей. Стоимость 1 квадратного метра финишного покрытия под ключ составила 899 рублей. Если у вас есть желание, дайте свою оценку в комментариях о проделанной работе в целом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Впереди у нас монтаж модульной лестницы на 180 градусов. Обязательно подписывайтесь на канал, если есть новые зрители. Желаю всем удачи, легкой стройки. Смотрите другие видео на канале их более 200. Скоро увидимся. Всем пока.